Всем привет! Продолжаем рассматривать и изучать возможности нашего приборчика Nano VNA. В этом обзоре я расскажу, как можно измерить длину коаксиального кабеля, как можно ориентировочно прикинуть его коэффициент трансформации конкретного кабеля, как можно вымерить и отрезать полуволновый повторитель. Эти вопросы интересуют многих. И вот я решился на данный момент на этот обзор. Сразу скажу, что обзор будет достаточно продолжительным. Поэтому запасаемся терпением и смотрим. Перед тем, как начать нашу беседу о кабелях и их измерениях, я хочу поделиться одним интересным практическим опытом. Значит, как нам проверить всевозможные наши измерения того же полуволнового повторителя, как нам проверить какую-либо антенну, допустим, не выходя из дому. Ну вот, допустим, решили мы сделать какую-нибудь рамочную антенну, например. Нам интересны ее параметры, как она излучает, какая у нее диаграмма направленности, какая у нее поляризация, какие у нее, собственно, вообще параметры. То есть реальные ли у нее, допустим, у рамки, у квадрата элементарного, там, допустим, 112 Ом. Да? Теория нам об этом говорит, но проверить, как нам это проверить, не выходя из комнаты. В общем-то, такая возможность у радиолюбителей существует. У радиолюбителей есть такой диапазон 430 МГц, либо его еще называют 70 сантиметров. Этот диапазон, я не знаю как где, но, допустим, в нашем регионе, в нашей области он практически не используется радиолюбителями. То есть это диапазон, ну, такой, не облюбованный до конца. Но я нашел ему применение очень даже интересно. Я на этом диапазоне испытываю все антенны. Всю антенную теорию я испытываю на этом диапазоне. То есть в каком смысле? На этом диапазоне любая антенна получается малогабаритная. И можно увидеть параметры этой антенны с помощью прибора того же самого Nano VNA, не выходя практически из квартиры, не покидая насиженного места. То есть у нас все параметры будут видны как на ладони. Я испытываю с помощью этого диапазона всевозможные рамочные антенны, я испытываю диполя, я испытываю волновые каналы, я испытываю даже Inverted V пробовал на этом диапазоне. То есть теория, конечно, все многое подтверждает. И в практическом смысле я для себя тоже много чего подтвердил. И вот, в общем-то, если у вас есть та же самая портативная радиостанция, допустим, на двойку, на 430 или просто на 430 диапазон, вы можете легко использовать эту портативочку для опытных целей, для исследования любых антенн. Ну, во всяком случае, любых антенн, которые применяются в радиолюбительской практике. Я вам покажу некоторые свои примеры антенн. Вот, к примеру, я использую вот такую вот портативочку Квашинг для своих экспериментов. И сейчас я покажу, как я делаю антенны. Вот смотрите, антенна рамка квадрат на обычном брусочке. Обычный деревянный брус около метра. И мне этого бруса хватает для всех моих испытаний. Вот такая вот антенна, кстати, с четвертьволновым трансформатором, вымеренным так же само с помощью Nano VNA. Все четко, все один к одному, все соответствует действительности и реальности. И вот, к примеру, антенна волновой канал. То же самое. Рассчитана во всем известной программе Маманя, как ее ласково называют, и уже настроена с помощью Nano VNA, с помощью полуволнового повторителя. Итак, переходим ближе к нашей теме. И, как вы уже заметили, для того, чтобы нам производить некоторые эксперименты, нам нужны определенные отрезы кабеля. Ну, помимо нашего прибора, понятно. Ну, то есть, вот у меня есть кусочки кабеля. Вот этот вот кабель я отмерял, отрезал, и я пролетел с ним. То есть я отрезал больше, чем надо. И как раз я покажу вам на примере, что, в общем-то, происходит, если... Ну, то есть он у меня стал полуволновым повторителем намного выше по частоте. Кабель рассчитывался на двойку, на двухметровый диапазон. Ну, и он у меня... Я с ним пролетел, соответственно, он где-то у меня на 147 МГц.
получился. То есть он мне для радиолюбительского диапазона уже в принципе не подойдет. Но для примера отлично. Вот этот вот полуволновой повторитель я отрезал тютелька в тютельку, как говорится, все отлично. И вот именно с помощью вот такого полуволнового повторителя я и занимаюсь измерением своих антенн. То есть, как мы знаем, есть несколько вариантов. Можно исключать кабель из измерительной цепи, то есть калибровать с кабелем, потом этот кабель прибор сам будет вычитать. Ну, я почему-то вот предпочитаю проводить измерения с полуволновым повторителем. Мне так удобнее и практически я увидел, что так даже больше, скажем так, правдоподобнее, наверное, все-таки будет. И вот еще кусочек кабеля, это повторитель на 430 МГц. То есть на наш любительский вызывную частоту 432-500. Я, в общем-то, его показывать не буду. Тут можете поверить на слова. Я его долго вымерял. Здесь буквально по миллиметру приходилось отрезать. Было буквально 3 или 4 пробных вылета, пока я четко вымерял вот этот повторитель. Но, тем не менее, удалось все нормально. Для начала я покажу, как с помощью прибора можно посмотреть длину кабеля. Значит, у меня прибор откалиброван, естественно, откалиброван и с кабелем, и без кабеля. И для измерения кабеля у меня есть в меню Recall, нажимаем, последняя 4-я ячейка сохраненная у меня, это специально для измерения кабелей. Что здесь у нас должно быть выставлено? Если вы планируете измерять кабель прибором, значит, соответственно, мы заходим в меню Display, Transform. Здесь мы выставляем в Velocity параметр коэффициент укорочения нашего кабеля. Мы его знаем уже приблизительно. Вот 66 я ставлю. Далее нам нужно включить вот этот вот последний пункт. Вот этот вот первую, вернее, кнопочку нажать для измерения. И выходим с этого меню. Далее нам нужно зайти в Stimulus меню. И выставить нашу центральную частоту и полосу качания. Ну, обычно я так выставляю. Ну, допустим, вот у меня на двойку кабель 145 я выставляю мегагерц. И полосу я выставляю, ну, там можно поставить 100 мегагерц. Даже можно и так. Можно 100, можно 50. Для того, чтобы точно измерить длину кабеля, частоту, на которой измеряется этот кабель, нужно выставлять поточнее. Тогда длина кабеля будет измеряться тоже относительно точно. Вообще, ребята, я вам хочу сказать, что не совсем точно он измеряет. Ну вот, допустим, я мерил бухту кабеля 100-метровую. Я там выставлял частоту, по-моему, если я не ошибаюсь, 100 кГц и до 1,5 МГц. И вот на этой частоте, да, он мне точно замерил 100 метров четко. Но тем не менее, я, в общем-то, как-то вот, мне не нравится тем, что он слишком, конечно, это все привязано, во-первых, к частоте, и короткие кабеля он все-таки измеряет не совсем корректно. Далее я подключаю свой кабель измеряемый прямо вот к гнезду. Я его, чтобы быстро вам показать, прямо в разъемчик вот вставил его. И вот мы видим вот этот вот самый высокий пик. Мы его видим вот на дисплейчике. Вот самый высокий пик. Мы к этому пику подводим курсор. И вот стараемся точно подвести. И вот мы видим метр. Вот смотрим вот это значение. И видим 1,06 м. Ну, относительно точно. Да, где-то так и будет. Если кабель распрямить хорошо, где-то 1,06 м, потому что когда я вымеряю, допустим, его линейкой, он же где-то там у нас идет, все равно есть неровности, но если его четко выпрямить, он где-то и будет так 1,06 м. То есть в данном случае, ну, очень почти близок, результат близок к реальности.
Еще был замечен такой момент, что когда мы прибор калибруем, допустим, с кабелями, которые идут в комплект, ну, в общем-то, неважно, возможно, со своими распаянными кабелями, то измерение кабеля, когда мы производим его длины, прибор учитывает почему-то, у меня лично так вот, учитывает и длину вот этого вот кабеля непосредственно, с которым мы калибровали. Причем, как я не бился, эта длина все равно учитывается. Поэтому длину кабеля я всегда измеряю, хоть он калиброван с кабелями, хоть он калиброван без кабелей, я измеряю непосредственно от разъема самого прибора. И я даже вам больше скажу. Я, например, советую прибор, сам девайс, калибровать без всяких кабелей. То есть калибровать его просто вот как он есть, на непосредственно гнездах. Почему? Потому что откалибровать с кабелями, сохранить калибровки и т.д. и т.п., как я вам уже показывал в предыдущем видео, это все можно сделать в программе, не разрушая настройки и калибровки в самом приборе. То есть мы откалибровали наш прибор, он у нас готов как девайс к работе в любых условиях. И мы знаем, что бы мы ни присоединили к разъемам самого прибора, он нам будет показывать истинное какое-то значение. Да? А те калибровки, которые нам конкретно нужны, с любой длиной кабеля, там, я не знаю, всякие мыслимые и немыслимые калибровки мы можем производить непосредственно в программе и уже использовать их в своих каких-то лабораторных целях. Конечно, на крыше, возможно, где-то там в походных условиях это неудобно, это надо ноутбук там с собой тащить, планшет, я не знаю, но сейчас, правда, есть и к мобильному телефону, в принципе, есть приложение, все это возможно. И, кстати, у меня приложения нету, я не буду утверждать, что там так же само все радужно и прекрасно, как на компьютерной программе. Но, тем не менее, можно найти выход с положения. Ну, я вот для себя определил именно вот такую концепцию. Сейчас я вам покажу, как будет выглядеть полуволновый повторитель на 2-метровый диапазон непосредственно на приборе. Вот я захожу также сам Recall. У меня есть опция, ячейка, где я сохранил настройки для антенных измерений. Ну, в данном случае 2-метровый диапазон, и если вот вам видно, частота 145-500, это вызывная частота. Для измерения полуволнового повторителя нам нужно вместо диаграммы Смита на вот этот вот луч желтого цвета, да, нам нужно посадить реактанс. Что мы делаем? Заходим, меню, дисплей, дальше формат, дальше кнопочка More, то есть продолжить или больше, переводится как вроде бы так. И выбираем здесь реактанс. Все, выбрали реактанс. Мы видим, кстати, вот здесь вот нашу нулевую линию. Это важно. Вот этот вот курсорчик показывает нулевую линию. Я подключаю свой полуволновый повторитель. Вот. И, собственно, здесь мы уже видим, как реактанс у нас проходит через 0. Вот наша нулевая линия и вот переход через 0. То есть это все прекрасно видно. Чтобы это еще лучше увидеть, мы можем расширить полосу качания. То есть заходим в наше меню «Стимулус», «Спан». Ставим здесь вместо 50, как у меня было выставлено, 100 МГц полоса. И вот мы получаем вот такую картинку. Здесь мы уже отчетливо видим, да, вот, как у нас реактанс переходит через 0. То есть реактивная составляющая. А вот этот курсор нам показывает именно 0 на частоте 145. Вот. Я выбираю. 145, да? 145. То есть мы видим, что наш повторитель настроен правильно. Теперь обратите внимание, я сейчас подкинул тот повторитель, который настроен неправильно. Вот я подкинул повторитель, который немного настроен в стороне, выше. И вот я сейчас попытаюсь. И вот смотрите, я подвожу курсор выше, вот где конкретно 0 идет переход через 0.
Ну и мы видим, что он где-то там 148-149 МГц настроен. То есть я пролетел, конечно, с этим кабелечком. Ну а сейчас я перехожу к компьютеру. И более подробно и детально я вам расскажу уже непосредственно, используя программу NanoVNA Saver. Расскажу, как хотя бы предварительно отрезать нужный нам кусок кабеля по расчетам. И дальше уже с помощью программы NanoVNA Saver будем исследовать наш полуволновый повторитель. С чего все начинается? А все начинается с простых элементарных расчетов полуволнового повторителя. Для того, чтобы не считать это все в калькуляторе и не держать в голове там какие-то формулы, хотя они довольно простые, я сделал для себя вот такую вот экселевскую табличку, где просто-напросто вбил самые там элементарные какие-то расчеты, которые довольно часто встречаются, ну, или чтобы они были под рукой, скажем так. Данный файлик экселевский, я выложу ссылочку на него под видео, так что если кому-то надо, хотя там ничего военного такого нету, ну кому надо, можете скачать. Что в этом файлике? Ну тут у меня расчет элементарного диполя, там классического, да, чтобы сильно там не заморачиваться, я ввел формулу. Потом вот расчет длины полуволнового повторителя. Ну, так как я, допустим, экспериментировал на 432-500, ну, мы здесь можем в мегагерцах вбить там частоту 145-500. Наш коэффициент укорочения вбиваем сюда и получаем кратность повторителя, то есть длину нашего повторителя. Но что я хочу сказать, длина нашего повторителя здесь вот по расчетам показана 0,68 метров, то есть 68 сантиметров. Как мы уже видели, это немножко не так, то есть длина получилась значительно больше, я бы сказал даже практически в 2 раза больше. Поэтому для того, чтобы слепо не следовать и не верить расчетам, тем более мы не знаем абсолютно точно, какой кабель нам попадается под руки и какой у него коэффициент укорочения. Я поставил, так скажем, на фонарь 0,66, но на самом деле там может быть и 0,7, и даже мне встречался кабель 0,9. Это все вымеряется эмпирическим путем, по большому счету. Зная кратность нашего кабеля, мы можем, соответственно, вычислить и длину нужного кабеля снижения. То есть, умножая кратность нашего кабеля на определенное число, вот у меня тоже есть формула, там, допустим, 3, 4, мы можем подобрать нашу длину, которую будет равна или кратна полуволновому повторителю. То есть, эта формула тоже есть. Ну и дальше у меня здесь есть формула расчета четвертьволнового трансформатора. Принцип практически тот же. Значит, имея вот эту вот длину, мы, конечно же, это понимаем, что это все очень приблизительно и, конечно же, этому числу не доверяем. Что я делаю в этом случае? Я отрезаю кусок, ну, скажем так, намного больше, в половину длиннее, да. Ну вот и в данном случае я отрезал там где-то 1,10 м, там 1,15 м. И начинаем с этим вот кусочком кабеля работать. Включили прибор, открыли нашу программку. Сразу же выбираем нужную калибровку. У меня вот тут уже выбрано, но я вам покажу опять же, как ее выбрать. Я выбираю свою калибровку 50 МГц на 300 МГц. В этом диапазоне было откалибровано без кабеля. Повторители, трансформаторы я обычно меряю без каких-либо кабелей, прямо в разъеме самого прибора, что в общем-то и вам советую. Выбрали. Программка подгрузилась, можно нажать клавишу Apple, можно и не нажимать, она и так подгружается корректно, все окей. Закрываем это окошко, выбираем графики, значит, импеданс, сопротивление и активное реактивное сопротивление. Нам нужно будет 2 графика. Вот вы видите, где их выбирать. Выбрали. Дальше я выставляю с полосу центральную частоту, для которой я делаю, собственно говоря, повторитель. Я делаю на двойку 145-500. Ну, это так вот, средняя вызывная частота у нас, да. И выбираю полосу качания 50 МГц, чтобы наши графики имели более-менее, скажем так, красивый и информативный вид. Сегментацию ставлю 20-ку,
Чем больше сегментов, естественно, тем точнее мы можем подвести курсор к своим измеренным уже, так сказать, показаниям на графике. Ну, то бишь, точек у нас больше добавляется, соответственно, мы можем более точно подвести курсор к нужному параметру. Вставляю кабель, уже измеренный повторитель, который я вам показывал, отрезанный. Вставляю в разъем, прямо удерживая его рукой. И нажимаю свипирование. Как я вам уже говорил, чем больше точек, тем медленнее происходит свипирование. Но это, в общем-то, логично и понятно. Все, процесс завершен. Кабель можем убирать. И начинаем исследование. На графиках мы видим следующие данные. Мы видим вот эту вот блеклую полосу. Можно ее назвать так, бледно-серая, да? Эта полоса нам показывает центральную частоту, которую мы выставили. Вот она. И по ней мы, собственно, и ориентируемся. Ну, как мы видим, вот этот вот самый нижний скат импеданса, это и есть, собственно говоря, уже сопротивление нашего повторителя, импеданс нашего повторителя. Здесь мы видим, как реактивная составляющая проходит так же само, как мы видели на приборе, через наш 0. Реактивка. Вот реактивка наша, видим, да? Вот это значение х. И вот видим нулевую линию. Вот наша реактивная составляющая проходит через 0. Здесь даже информативнее, лучше видно. Мало того, мы по точечкам можем двигать это все более-менее плавно и красиво. И что мы видим? Ну, немножечко да. Программка нам поточнее показала. Есть и здесь, уже в отмеренном повторителе, есть некоторый, так сказать, пролет. 146, 725, ну, учитывая, что повторитель все-таки имеет там свою полосу, она не широкая у него, повторители всегда имеют довольно узкую полосу, но в принципе мы влазим в эти штаны, и если это мы будем измерять, допустим, антенну для спутников, там где 145 800, 146 есть частоты, то мы попадаем в принципе нормально. Важно то, что на этой частоте у нас импеданс очень-очень маленький, там в пределах 1 Ома, видите, да, вот это значение по курсору, вот, где-то около 1 Ом. Собственно, что нам и надо. И реактивка здесь, в общем-то, довольно небольшая, ну, практически равна нулю. То есть, наш повторитель будет полностью иметь сопротивление антенны. То есть, как бы наша антенна настроена определенным образом, у нее есть определенное сопротивление, допустим, 50 Ом, и наш повторитель в эту измерительную цепь не будет вносить никаких изменений, так как у него собственный импеданс 1 Ом и реактивка практически равна нулю. Вот, собственно, что мы и должны были добиться от нашего повторителя. Точно так же мы вымеряем повторители на 430 МГц и на КВ диапазоне. Потом мы умножаем этот кусочек повторителя, его кратность, вымеряем, ну, мы уже знаем его длину. И мы умножаем там на какое-то число и подгоняем к нужной нам длине этот повторитель, к нужной целевой длине нашего кабеля. Сейчас я подключил другой кусок кабеля, который немножко короче, который по частоте должен быть выше. И давайте посмотрим, насколько он выше у меня сейчас настроен. Все, смотрим, свипирование закончено. Смотрите, куда уползла частота вот в другом кусочке кабеля. То есть, если мы говорили там на самом приборе, мы видели там приблизительно 149-148, то программа нам показала поточнее это значение. Здесь вот 150-365. А вот аж куда уползла частота. По большому счету, ну, то есть, тут даже вообще как-то все печальнее намного. Вообще несоответствие. Даже если посмотреть по реактивке, то тут как-то все расползлось даже. Вот видите, да? Ну, то есть, вот это вот и есть несоответствие.
Хотя, в принципе, вот импеданс у этого кабеля тоже небольшой, но реактивка уже достаточно значительная. А сейчас я расскажу, как определить хотя бы приблизительно, прикидочно сопротивление кабеля. Сопротивление кабеля, конечно же, определяем и 50-омного. То есть мы знаем, что этот кабель по паспортным данным 50-омный, но нам бы хотелось, например, определить точно, какое же у него сопротивление. К примеру, лично мне попался кабель, который шел вот по паспортным данным 50 Ом. У него изоляция центральной жилы, было вот это вспененное вещество. И когда я его начал измерять, он оказался, бог знает что за кабелем, то есть совсем не туда. У него сопротивление на одном участке оказалось 70 Ом, на другом участке 74 Ома. То есть я никак не мог, в принципе, вымерять даже кусок кабеля какой-либо, где бы он мне показал сопротивление 50, там, 54, 55 Ом. И вот я сейчас проверяю кабель, который еще старого образца, где у него полиэтиленовая, вот который я вам показывал, полиэтиленовая изоляция. Именно в этом кабеле я получаю сопротивление 54-55 Ом. То есть оно соответствует хоть немножко какой-то реальности. Итак, смотрим. Я подтыкаю к прибору произвольный кусок кабеля. Ну, он у меня где-то меньше метра. Вот, воткнул. Прошивочку я выбрал, как видите, без кабеля. 50 кГц, 50 МГц. Здесь я, как правило, выбираю ширину полосы качания намного больше, чтобы получить вот эти вот наши, так сказать, нулевые точки. Потом я расскажу для чего. И все, включаем наш свип-генератор. И процесс пошел. Все, свипирование закончено. И как вы уже знаете, чем короче кусочек кабеля, в данном случае у меня меньше метра, вот это значение даже нам это все показывает, тем, соответственно, частота свипирования, и работать мы должны с более высокими частотами. То есть, чем короче кусок кабеля, тем должна быть более высокая частота. Ну и, соответственно, если мы меряем, хотим прикинуть сопротивление кабеля, ну, выбираем шире полосу свипирования 50 МГц, 400 МГц. Значит, что мы получаем? Мы получаем нулевую точку, мы получаем точку с нулевым импедансом и с нулевым реактивным сопротивлением, отрицательным. То есть мы берем точку, расположенную на более высокой частоте, на частоте в 2 раза больше той частоты, которая нас интересует, допустим. Ну, мы знаем, что этот кабель будет использоваться у нас на двойке. Вот мы и хотим посмотреть, какое реальное сопротивление будет приблизительно на этой частоте. Поэтому там мы смотрим, там 145 плюс 145, это там приблизительно почти там 300 МГц, да. Ну, программа нам показала вот такие вот нулевые точки. Вот раз, два и так далее. Значит, что мы делаем? Мы вот с помощью вот этого вот маркера находим минимальное значение реактивки и импеданса. То есть клавишами влево-вправо двигаемся по нашим точкам. Благо их много, и мы можем точно выставить наш маркер в самую наименьшую, на самое наименьшее значение. Вот подбираем, смотрим. Угу, туда-сюда гоняем. Ну, видим, да, вот это вот вроде бы вот наименьшее значение. Вот что мы можем, вот видите, дальше пошло на увеличение. Вот наименьшее наше значение. Выбрали, есть эта точка. Смотрим частоту 250-743. Ну, 250-600, так легче просто будет вычислять. Делим эту частоту пополам. Это получается 125-300 МГц. Вот здесь в желтом курсоре, чтобы красный уже не трогать, выставляем 125-300. Вот.
Все, мы попали уже на реактивную составляющую, на вот этот вот участок, видим желтый курсор, который нам конкретно указывает сопротивление кабеля. То есть мы смотрим вот эту вот реактивную составляющую и видим, что здесь 55 Ом. Вот, собственно говоря, о чем я и говорил, что вот такая разница, там 54, 55, 52, может быть, там 56, это вот то реальное сопротивление, которое действительно оно и есть. И мы видим, что этот кабель вполне нам подходит и по своему сопротивлению, и я вам даже скажу, по коэффициенту затухания он тоже подходит. Ну, до 25 метров 100% его можно использовать, даже на УКВ, на двойке аж бегом. Всем спасибо за внимание, особенно хочется поблагодарить своих подписчиков за то, что не оставляете мой канал без внимания. Впереди еще планируется много интересных роликов. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы в комментариях, оставляйте свои пожелания, что бы вы хотели видеть в дальнейшем. Ставьте лайки. Ну а сейчас я прощаюсь с вами и до новых встреч в следующих роликах.